Наша редакция сделала над собой некоторые усилия и посмотрела интервью Павла Губарева Юрию Дудю. Это очень непростое зрелище. Продираться через каскад самой лютой конспирологии – это то еще упражнение. Тем не менее, перед нами предстает человек, пусть не слишком умный, зато очень искренний и со своей, пусть совершенно пизданутой, но системой ценностей. Мы в очередной раз убеждаемся, какая бы ни была у вас система взглядов, если система эта хоть сколько-то последовательная, то ужиться с российским государством вам будет трудно. Неважно, во что вы верите и что для вас в приоритете – защита прав человека или строительство русского мира. В режиме нынешней российской власти способны выживать исключительно профессиональные оппортунисты. Любая внятная картина мира с ним будет вступать в противоречие. Очень сложно, не сломав себе голову напрочь, ответить на вопрос: а к чему это все было? К чему были эти 4 года невероятной крови и бесконечного ущерба, нанесенного как Украине, так и России? Разберем сегодня интервью Павла Губарева Юрию Дудю. Только сначала напомню, в описании вы найдете бесплатные способы, как обходить блокировки в России. Нам вчера Роскомнадзор заблокировал VPN-светофор, который часть этой инструкции, где мы показываем работоспособность VPN в России. Мы сделали на него новую ссылку, там в инструкции она тоже есть, загляните. Когда начинаешь смотреть интервью Губарева, с одной стороны изумляешься. Он, мол, что, меня смотрят, что ли? Почему его описание ситуации в первые же минуты выпуска не только фактически, но и дословно повторяет то, что мы обсуждаем с вами тут в роликах? С другой стороны, не очень понятно, как одну и ту же ситуацию можно описывать разными способами. Губарев говорит, у войны нет не то что идеологических, но даже физических целей. И задается вопросом, а где мы, собственно, должны победить? И действительно, не существует ответа на вопрос, где тот финиш, к которому российская армия ползет по руинам Донбасса. Это не совсем война. Ее так и называют, не война в кавычках. Почему? Потому что она носит договорной характер. Нет определенных четких целей. Цели СВО до сих пор не объявлены, чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это, и что является конечной целью, где война завершается, то есть где мы победили, это не озвучено. Можно было бы объяснить восторги российской пропаганды относительно очередной деревни, хутора, коровника, если бы они находились на пути куда-то. Но все же понимают, что никакое реальное куда-то недостижимо. Харьков, Одесса, уж тем более Киев – топонимы, давно прекратившие свое существование в рамках официальной российской пропаганды. Говорить о них смешно. Даже Минобороны не говорит о них уже. Все прекрасно отдают себе отчет, причем по обе стороны фронта, что города эти для российской армии недостижимы. Пока официальная версия российских властей звучит так. Мы превращаем Донбасс в руины, чтобы когда-нибудь в результате переговоров, то ли с американцами, то ли с кем-то еще, оставить эти руины себе. Мы производим безжизненные руины, чтобы владеть безжизненными руинами. Неудивительно, что на этом моменте у любого апологета русского мира, у любого, кто поверил во славу русского оружия и новый миропорядок, взрывается мозг. Это для нас рассуждения Путина о том, что и 20 лет повоевать можно, нам, мол, нигде не жмет, звучат как очередное проявление давно известной неадекватности. Но представьте, как это звучит для тех, кто всецело в эту заваруху вложился. Как звучит, что война теперь идет ради войны, что ни до какого конца и края они точно не доживут, что трупы, которыми засевают поля, вообще не проблема, не то, о чем стоило бы переживать. Таков нынче вот официальный вектор. И тут Губарев верно отмечает гигантское преимущество Украины, которое компенсирует многие ее проблемы. У Украины нет никаких проблем с целями. На Украину напали, она хочет защититься и вернуть свои территории. Все очень просто и предельно ясно. Но если у Украины есть там цель какая-то, и у Украины правда такая, на нас напали, мы вернем свои территории, можно сказать, там есть своя правда. Дудь не задает Губареву вопрос по этому поводу, но тот как бы сам отвечает, не стала ли в процессе этой войны российская армия чем-то иным? Может быть, в этом и есть цель специальной военной операции? В возрождении российской армии? Но нет, Губарев говорит вот так. В общем-то, не происходит возрождение армии, и то, что происходит на фронте,
оно заставляет задуматься о том, что это никакая не война, а это жертвоприношение. Людей убивают, чтобы убивать. Никаким иным образом эту вступительную часть интервью Губарева воспринимать нельзя. И совершенно очевидно, что человека, который в войну вложился целиком и полностью, который внушил себе идеалы русского мира еще 12 лет назад, это выглядит не иначе, как предательство всего, во что он верил. Русских людей убивают, потому что убивают, чтобы не прекращать убивать. По ходу интервью мы не раз столкнемся с тем, как Губарев болезненно расстается со своей наивностью по части целей, задач и устройства российского государства. Но в то же время остается столь же наивным в части перспектив собственной посадки. Так ты только что сказал, что путинизм отличная система, и за молодежь... Ну, в ней можно жить. Я говорю, что, смотри, я могу об этом говорить, писать, быть на свободе, и, в принципе, это же круто. Ты так не можешь, а я могу. Он вроде бы и хочет сказать, кто организатор этой войны, кто все это устроил, но понимает, если озвучит фамилию Путин, то абсолютно точно сядет, едва только интервью выйдет. Но, с другой стороны, можно подумать, для тех, кто собирается Губарева сажать, будет такая уж огромная разница в том, что именно он там наговорил. Важно, что он наговорил это в интервью Дудю. Можно подумать, что своим этим умалчиванием, которое мы видим на протяжении всего разговора, он себя от чего-то защищает. Но на это не стоит обращать внимание. Это общая беда всей Z-среды. Им тяжело осознать, в каком государстве они живут и какие правила в нем работают. Они всерьез воображают себе какую-то законную рамку, за которую можно не переступить. То, что давно стало мемом, например, замена России на Лаос. Чтобы не попасть под законы о фейках и дискредитации, российские Z-блогеры говорят о коррупции, насилии и некомпетентности в армии и спецслужбах Лаоса. Так, будто бы товарищу майору, который будет их сажать, не наплевать на формальную сторону дела. Вот примерно тем же руководствуется Губарев, когда уклончиво формулирует и отвечает Дудю так, чтобы ничего не ответить. Он искренне заблуждается в том, что кто-то там будет по слову что-то вылавливать. А назвал ли он Путина военным преступником напрямую или не назвал? Он не программа, он человек, ну, если говорить о личности Путина. Но мы же говорим о месте Путина в системе общей. И мы определили, что в системе в этой Путин — это утилитка, небольшая утилитка. И утилита какая-то в панели задач, вот там в Windows, да, панель задач управления, она же, ну, это, ты не можешь управлять через эту утилиту. Оператор все равно находится извне, а эта утилита, она не управляющая. Утилита управляющая для Windows является MC-DOS, да, через которую мы заходим, чтобы установить Windows. Как абсолютное большинство зетников, Губарев – знатный конспиролог. Что тоже объяснимо. Если не внушить себе, что Владимир Путин – агент внешних враждебных России сил влияния, то очень сложно сохранить остатки ментального здоровья. Потому что иначе выходит ровно так, как есть на самом деле. Президент России грохнул сотни тысяч россиян просто так. Лучше думать, что он под внешним влиянием. Это хоть как-то смягчает ситуацию. Путин — это либо этикетка на вот этом всем, на вот этой всей структуре, да, которая называется Россия, либо это программа, либо это какая-то, ну, системная программа, либо это, может, религия какая-то, потому что, смотри, кто-то Путина ругает, кто-то Путина любит, восхищается. Вот и у Губарева Путин – управленческая утилита в операционной системе. Программа, которая по определению не имеет воли и не может действовать самостоятельно. Выполняет волю человека, который сидит за компьютером. Она не принимала решение начать войну. Его приняла некоторая управляющая сила, а Путин просто исполнил. Понимаешь, все делают они по плану. Кто? Ну, какие-то кукловоды. И вот мне кажется, что запрещение Телеграм... Метрополия. Ну, давай называть так. Метрополия, как бы... Окей. Начальники Путина. Она все... Окей. Начальники, да. Дальше Губарев несколько путается в собственной же картине мира. Разберем после небольшой рекламы. Сейчас очень многие для путешествий удаленно оформляют себе карты зарубежных банков. И бывают они разных видов, виртуальные и пластиковые. У них функционал немного отличается. Что стоит учитывать при оформлении карты? Поэтому у компании SkyCards
которая дистанционно оформляет зарубежные карты, есть 3 разных предложения под потребности клиента. Первое, самое популярное, для поездок за границу. Для аренды автомобиля, бронирования отелей. Второе, для оплаты подписок и сервисов. Третье, для жизни за рубежом и регулярных переводов. Еще доступен семейный тариф. Если вы хотите оформить карту еще и члену семьи или другу, это будет гораздо выгоднее. Проконсультируйтесь с менеджером, чтобы узнать подробности и подобрать подходящую карту. Оформят ее всего за несколько дней по заграннику или внутреннему российскому паспорту и доставят в любую страну, где бы вы ни находились. Приложение банка, кстати, доступно на русском языке. Карту любого тарифа можно будет привязать к Apple или Google Pay, а пополнять прямо с российского счета по выгодному курсу. Нам такую карту тоже сделали. Мы протестировали. Все работает. Вот оно. Важная деталь. Оформление происходит только по предоплате. Однако, если счет по какой-то причине не откроют, SkyCards вернет деньги. Переходите по ссылке в описании и активируйте скидку до 30% на услуги SkyCards по промокоду CATS. Ну или назовите его менеджеру на консультации, где вы сможете сразу подобрать тариф и задать вопрос. Ссылка для связи с менеджером в описании. Как же не вставить в такой ролик рекламу? Надеюсь, вы посмотрели. Не перематывали же? Ладно, продолжаем. Мы говорили о том, что Губарев знатный конспиролог, у которого Путин управленческая утилита в операционной системе. Дальше Губарев несколько путается в собственной картине мира. Против Путина нельзя высказываться, ведь страна воюет и за высказывание против Путина сажают в тюрьму. Но Россия при этом всем не персоналистская диктатура, а криптоколония, центры управления которой находятся за рубежом. Давай не будем говорить Путин, тем более, что я объяснил, что я не считаю, что у нас персоналистская диктатура. Это не персоналистская диктатура, это криптоколония, центры управления которой находятся в значительной части за рубежом. Ну, видимо, перед нами все та же попытка сохранить рассудок в относительной целостности. Я не могу говорить свободно о Путине не потому, что Путин пришлет ко мне спецназ ФСБ, а потому что это сделают им управляющие зловредные силы. Можно ли Губарева в этом смысле понять? Вполне. Очень сложно поверить, что человек, за которого ты воюешь в сумме 12 лет, воспринимает тебя исключительно как бессловесное животное, которое за любое лишнее слово немедленно отправит на кичу. Лучше выдумать иностранных кукловодов каких-то, чем принять реальность, как она есть. Люди гибнут просто так, а ты и вякнуть ничего не можешь по этому поводу. Политзаключенные, цензура и прочие дела. Это не реакция? Это не то же самое? Ну, то же самое, но в какое-то же, понимаешь, что, как бы тут ответить? Ну, это реакция, да, реакция криптоколониальной администрации. История с Гиркиным Стрелковым, которую они обсуждают далее, еще интереснее. Ведь история это уже не столько про российское государство, сколько про само Z-сообщество, которое вроде бы состоит из крутых и бесстрашных вояк, как они сами себя аттестуют. Но на посадку однозначно самого популярного и влиятельного своего спикера отреагировало это сообщество совершенно никак. Когда Алексей Навальный вернулся в Россию, тонкокосными хипстерами, либеральными журналистами, независимыми блогерами, всей публикой, которая без понятия, с какой стороны автомат стреляет, были до отказа забиты все спецприемники Москвы. Либеральная публика выходила на улицы с полным сознанием, что закончится это может дубинками, а то и вовсе тюрьмой. А вот свирепые псы войны постарались в момент посадки Гиркина-Стрелкова вообще забыть, что такой персонаж среди них когда-то был. Совсем наоборот. Посадка Стрелкова их тут же отрезвила и заставила вспомнить, кто тут на самом деле власть. Очень сильно тогда изменился в Z-комьюнити тон публикаций. Отвечая на вопросы Дудя о своем бывшем соратнике, Губарев справедливо вспоминает. Он, то бишь Губарев, вообще единственный из всего сообщества, кто хоть какой-то пикет организовал. Но сейчас хорошо заметно, насколько он опасается любых вопросов о Стрелкове. Очевидно, фигура последнего тема запретная. И явно нужно проговорить, что никакие амбиции Стрелкова Губарев не поддерживает. Ни в какие его авантюры не играет. Его арестовали коллеги. Я договорилась с ФСБ, что мы, раскачивать ситуацию не будем.
Я говорю, ну не будем, ладно тогда, в принципе, что надо, обращайся, там, буду помогать. Я и помогал. А потом, когда он там в президенты уже был, я понял, что он там в какую-то свою игру играет. И я сказал, что все, я умываю руки. Алексея Навального же по какой-то ведомой только внутренней культуре Z-телеграмма причине Губарев, во-первых, аттестует как украинского политика, а во-вторых, связывает с Михаилом Фридманом, который во все той же внутренней догме украинский почему-то олигарх. Украинский Зачем? политик Навальный? Навальный украинский политик, абсолютно. Серьезно? Ну, очень просто все, да. Украинский политик, конечно, но там вопрос Крыма, да. Он же плавал в вопросе Крыма, в вопросе Может, войны. в вопросе Крыма он вел себя как... может, он вел себя как политик именно российский как раз? И именно поэтому то, что он... Секунду. И то, что он говорил про... Страна! То, что он говорил про Крым, вызывало огромный хейт со стороны украинцев в его адрес, и он этого не боялся, потому что он идентифицировал себя как российский политик. Почему украинский политик должен бояться реакции общества? Я, например, не боюсь никогда. Так и он не боялся. Если это правда... Так и он не боялся. Он смелый человек, очевидно. Но он украинский политик, и спонсор его Фридман украинский олигарх. Это украинцы. Украинский олигарх Фридман потому, что много денег вкладывал в запад Украины, где он родился. Что в некотором роде правда, и в этом нет ничего странного и зазорного. Но вот что вряд ли укладывается в картину мира Губарева, это то, что Михаил Фридман еще и в России совсем не последний человек, и так походя называть его иностранным агентом влияния не стоило бы. В вопросе с малазийским Боингом Губарев говорит в некотором роде правду. Никакое ополчение ДНР Боинг действительно не сбивало. Из материалов суда мы знаем, кто сбил Боинг, включая все фамилии экипажа установки Бук-М1. Малазийский Боинг сбила российская армия, что Губарев вроде и не подтверждает, но отвечает таким образом, что точно и не опровергает. Я заявляю, что мне засвидетельствовать нечего, кроме того, что я уже сказал. Второе, я уверен, что слова Гиркина о том, что ополчение Боинг не сбивало, это правда. И третье, мне больше к этому вопросу добавить нечего. А дальше, по ходу беседы, Губарев подробно рассказывает, чего на самом деле стоило все это ополчение Новороссии. О том, что никакой кровавой резни на юго-востоке Украины без прямого участия российской армии просто не случилось бы никогда. Насколько правильно считать, что только ввод теневой российских войск позволил сторонникам ДНР и ЛНР отбиться? Ну да, 100%. Нас бы смяли. Мы бы сражались, наверное, но там дела плохи были, действительно. Знали ли мы об этом? О том, что весь сепаратизм, все эти ДНР и ЛНР – результат прямого вторжения российской армии по указу ее командования? Конечно, знали. Множество раз это описывали. Я об этом еще и из России говорил. Но крайне полезно, когда активный участник событий описывает все то же самое теми же словами. На примере Губарева мы видим все то же, что чуть ранее произошло с Ильей Ремеслом. Ремесло верил в сильное государство как идею, в государеву службу. Губарев верил в русский мир. Он такой себе настоящий зигующий русский националист с мечтой о какой-то утопии такой, где русским будет хорошо. Мы видим человека довольно искреннего, который остро переживает осознание. Государству, которому он служил, плевать на русских, на украинцев, на любые идеи. Государству этому не нужны искренние служаки. Искренние служаки с трудом управляемы. Государству нужны оппортунисты. Люди, которые приходят на работу за зарплату. Говорят, что нужно, смотрят, куда велено, делают, что сказано. Для государства этого в равной степени враги и искренние либералы, и искренние людоеды. Ему нужны сотрудники, которые доносят методичку до аудитории в настолько неизменном виде, насколько это возможно. С течением войны путь этот в Z-сообществе придется пройти всем. Путь, на котором они будут вынуждены понять. Путин убивает людей ради убийства людей. Власть хочет оставаться властью. В руинах нет никакого смысла. Война эта ни зачем не нужна. Все жертвы на ней бессмысленны. Всем, пусть и с разных сторон, придется стать врагами этого государства. Единственная разница между нами, кто врагами государства стал по гуманистическим мотивам, и Павлом Губаревым заключается в сроках. Мы все поняли сразу, а их осознание наблюдаем в прямом эфире спустя годы.
До завтра.